Дорогие мои, всем привет! С вами Дана Таро. Добро пожаловать на мой канал. Я очень рада, что вы со мной сегодня на этом сеансе расклада, дорогие мои. Давайте немедленно садиться за наш гадальный столик. Немного отвлеклась на цветы, на такие прекрасные. Будем получать для вас ценнейшую информацию. Спасибо за подписки, за лайки, за комментарии. Берите что-нибудь вкусненькое и будем немедленно приступать. Дорогие мои, я к вам сегодня тоже с чашкой кофе. У меня кофе со сливками уже подостыл немножко, пока мы тут с вами приветствовали друг друга. Но без кофе сегодня не обойтись. Сегодня такая погода достаточно пасмурная. Хочется кофейку с вами попить, как говорится, за компанию. Ну и сегодня у нас Таро зеленой ведьмы будет в работе. Сейчас я тоже присяду. Вы присаживайтесь, берите что-нибудь ко столу и будем работать. Купила новую скатерточку к нашему столу, вот такую красотку. Скоро будем на новой скатерти работать, как говорится. Итак, давайте приступать к раскладу. Сегодня вот такая интересная колода с нами в гостях. Сейчас будем открывать ее. Огромная книга, просто целый том абсолютно ненужной информации общего плана. Всегда Таро нужно считывать в большинстве случаев через поток, но зная систему. Вчера ко мне девочка записалась на обучение на Таро. Она услышала фразу во вчерашнем раскладе, что колода Райдер-Уэйта, она просто уже бессмысленна и неэффективна в наше время. Энергии поменялись. И она пришла ко мне изучать Таро «Черный гримуар». Пришла на обучение Таро. Итак, давайте смотреть, о чем сегодня будет речь у нас. В такую погоду, я бы сказала, интересную. У нас ветер, дождь и какая-то осень сегодня. О чем речь? Ух, посмотрите-ка, да, действительно, кому-то солнышка в погоде не хватает, кому-то не хватает солнышка в душе. Хотя мы сами с вами те еще солнышки, согласитесь, и обогреем, и обожжем, если нужно. Вот здесь как раз-таки, вы знаете, будет идти история о том, что порой эгоизм, он лишает нас нашего же света, эгоизм по отношению к нам. Карта Солнца – это в первую очередь карта эгоистичности, да, посмотрите, птица обогревается одна, сама, вокруг больше никого. То есть это как раз-таки карта, которая говорит о том, что да, нужно думать о себе. Здравый эгоизм, он должен присутствовать в личности каждого человека. Но порой здравый эгоизм и эгоизм, уже переходящий границы, это абсолютно разные вещи. Да, сегодня речь будет идти о эгоизме по отношению к вам. И, кстати говоря, о том, что вам нужно выработать здравый эгоизм однозначно по отношению к кому? По отношению к собственному пути. Да, глядите-ка, вот вы, когда выстраиваете свою жизнь, и когда идете своей дорогой, вот вас могут дергать из стороны в сторону, останавливать и отвлекать на дела, абсолютно вас не касающиеся. Вот вы знаете, коли вы живете свою жизнь, то в первую очередь ее для себя и живите. Очень часто люди, даже самые близкие, могут садиться вам на шею и потребительски к вам относиться. А вы должны понимать, что у вас свой путь, своя жизнь. Вы все-таки должны эту жизнь прожить, в первую очередь, для того, чтобы самостоятельно удовольствие получить. Когда-то вас не станет, другие люди останутся, и вряд ли они будут сходить с ума из-за того, что вас не стало. Они же продолжат свою жизнь жить, правильно, в любом случае. Как бы то ни было, как бы они ни переживали, а ваша жизнь уже закончится. И уже потом, глядя на свою жизнь, как на кинофильм, можно пожалеть, что очень много
времени вы уделяли другим и мало времени себе. Вот здесь как раз-таки ваша жизнь – это ваша дорога. И по чужим дорожкам, по другим дорожкам, да, ходить можно, да недолго, а то заблудитесь. Вот действительно. При этом, вы знаете, здесь такая история, вот здравый эгоизм для вас, проработанный, осознанный эгоизм – это ваша, знаете, какая-то вот такая сила быть на коне. Вот как раз-таки чувствовать себя победителем по жизни. Вам нужно поработать над эгоизмом, вам этого не хватает очень сильно. Вы слишком добры к этому миру, но порой часть этого мира может использовать вас и себе во благо, а вам во вред, понимаете? Вот здесь над этим моментом нужно поработать. Такая хлопотулечка у нас сегодня здесь на раскладе. Хлопочет, хлопочет, дела, дела, заботы, дела, дела, делишки. Все-то у вас, вот понимаете, без остановки. Вот вам бы уже действительно больше на себя обратить внимание, себе уделить время. Ну и, конечно, я вам хочу сказать, что вы не просто так сегодня на раскладе. Вы все-таки человек силы, и вам дано, понимаете, вам дано чувствовать, вам дано видеть. Вам дано ощущать, но не всегда вы это применяете на практике. Это не говорит о том, что вы великая ведьма и сейчас должны колдовать. Нет, ведьма – это вообще, в принципе, крайне редкое явление. Но у вас есть сила чувствования, которую вы порой перекрываете сами, блокируете и не воспринимаете тот внутренний голос всерьез, который с вами разговаривает. Да, вам вообще надо над своей интуицией поработать. Вот понимаете? Насытить это энергиями. Вот тянет вас к Таро. Да изучите вы Таро грамотно. Но тянет вас к камням. Изучите. Хотите свечи крутить? Изучите, как их заговаривать. Как их зашептывать на определенную программу, которая будет работать, когда свеча горит. Почему нет? Это для вас будет очень, вы знаете, добротно. Также, например, карту достали какую-то и почувствуйте ее. Вот вы получили знания, да, как у меня девчонки пишут. Дана Таро, спасибо большое, мы получили знания, но мы еще начинаем больше видеть. Я говорю, конечно. Конечно, вы будете больше и больше и больше ощущать. Вы вчера сами видели, как по одной карте я могу полностью рассказать о личности человека. И вы так можете, мне кажется, вот чувствовать, понимаете, вот эту натуру, энергетику. Согласитесь, вы наверняка ощущаете. У кого-то энергетика теплая, у кого-то холодная, отталкивающая, у кого-то осклизлая, у кого-то зловонное, с кем-то вы вообще не можете находиться рядом, и вам хочется этого человека вот прямо послать, но не просто так. Так что вам надо развивать свою силу. Вы как-то, понимаете, о ней забываете, куда-то ее в сторону отодвигаете из-за хлопот житейских. А ведь эта сила потом вам сослужит великую службу, я вам хочу сказать. Однозначно. Ну а еще здесь, конечно, есть враг. Враг, который до сих пор никак не успокоится. И вы знаете этого врага в лицо, это мужчина. Понимаете? Он опять готовит что-то вот касаемо вас. Какая-то подлость опять назревает, понимаете, со стороны его. Мне кажется, это настолько темная душа. Вот посмотрите, черти скачут, радуются, да, все. Они с ним, эти черти, ух, как им весело. Они скачут, то, что он творит зло. Он даже после ухода в иной мир, он попадет вот как раз-таки в темный мир, он даже оттуда будет творить зло, потому что зло, оно неиссякаемо в своей вот этой именно темной энергии. И опять смотрите, какая-то подстава, какая-то ловушка, вот какой-то подвох, понимаете, капкан опять расставляет. При этом вот какая-то сила вас просто отведет, скорее всего, от этого, если вы по глупости сами в этот капкан не наступите, проверить, как оно.
Да, и вы знаете, вот здесь такое ощущение, что человек действительно как-то подневолен, он порабощен темной силой однозначно. И ему доставляют удовольствие чужие страдания. Это человек, который получает удовольствие от слез, от боли, от мольбы. Вот такое ощущение какое-то, понимаете, человек абсолютно душевно больной, я бы сказала, да. Вот как говорят, душевно больной человек. Не просто так эта фраза есть, когда душа, она уже больная, уже загнила просто-напросто. Там уже ничем не поможешь. И мне напоминает вот эта ситуация обряд, связанный с чертом-чертякой. Черт-чертяка, приди, помоги. Я один раз делала, не один, два раза делала такой обряд касаемо определенных личностей. Мне нужно было кое-кого, как говорится, привести в чувство. Вот эта сила откликается быстрее всего. Быстрее всего. Любую силу надо уважать, но он порабощен этой силой. Он этой силой порабощен. Наблюдает за вами. Подсматривает. Что-то хочет украсть, покрасть, что-то утащить, унести. Что-то забрать у вас хочет. Деньги, энергию, веру забрать. Это худшее воровство в наше время, когда человек своими поступками просто ворует веру в лучшее. И вот остаешься без этой веры в людей, и дальше жить уже не знаешь как. Из-за одного подлого человека, продавшего свою душу просто тьме. Вот как будто, понимаете, здесь подлость направлена на то, чтобы у вас что-то забрать, что-то украсть, какого-то ресурса вас лишить. Ну, конечно, да. Здесь знаете, как это все будет происходить? Как-то вот как будто издалека. Не напрямую, глаза в глаза, а вот как-то какими-то окольными путями. Вечерами, когда вы уже в уставшем состоянии, или к ночи, вот будут проводиться какие-то, знаете, манипуляции по отношению к вам с его стороны. Это же знаете, как бывает, когда человек с утра пьет кофеек, чаек, конфеточку, да, особо ему в голову ничего не внушишь. Но вечером человек уставший, голова устала от информации, тело устало от дел. И воздействовать на человека проще вечером, когда он уже в энергетически ослабленном состоянии и где-то может плохо думать даже уже к вечеру, да, когда голова забита. Можно найти подход. Вот действительно здесь такая ситуация и есть, что вот как-то вот издалека, какими-то намеками, какими-то вот такими вспышечками. Знаете, на что будет давить? Либо на вашу мечту, либо на ваши надежды, либо как будто с намеком на какие-то сбывшиеся мечты, или как будто что-то сбудется, что-то случится, ты это получишь, а вот через это получишь он заберет. Вот очень такая, конечно, история с подвохом здесь идет, девчонки. История с подвохом, однозначно. При этом вам от этого так будет больно, вы потом будете, знаете, как себя ощущать? Как будто вам вот кинжал в сердце вонзили. Вы как лебедь раненая будете, понимаете? Вам будет настолько
настолько вот от его поступка, как итог, противно и гнусно, что вот по тройке мечей действительно вы можете абсолютно потерять веру в людей. Вот что будет в первую очередь покрадено. Вера, надежда в людей, в справедливость, в силы, понимаете? Да что за подлец такой? Ну-ка, силы, расскажите нам, что здесь за подлец такой. Ну, вот силы говорят, вы знаете его. Вы уже представляете, как будто примерно о ком идет речь. Кто вот может вот так вот гнусно поступить. Как будто это уже не впервые. Ну тот, кто либо является вашим бывшим, либо как якобы бывший. Это тот, с кем вы были в какого-то рода отношениях, вот таких близких. Еще это может быть тот, кого вы породили на свет. Рожденный после вас. Тот, о ком вы заботились, как мать, как женщина. Тот, которого вы обогревали, которому доверяли, которому душу открывали, которому старались дать какую-то заботу. Вот он, жезловый мужчина. Ну да. Я бы сказала, ну тот еще ходок. Вчера о нем шла речь, кстати говоря. И вот его вам я описывала очень-очень четко. Посмотрите вчерашний расклад. Несколько раз давать описание не имеет смысла во вчерашнем раскладе. Так я его разложила как личность. И вы знаете, он все себе, все себе. Он даже тот, кто в отношениях особо денег не даст. Он скажет, иди работай. Ну или иди заработай сама. Вот он ничего никому не должен. Он из тех, кто должен сидеть на троне и, как говорится, принимать крестьянок и устраивать соревнования за себя. Вот он любит, чтобы за него соревновались люди простые, как он считает, а он королевских кровей. Вот у него такое самомнение. И он живет инстинктом размножения. Это однозначно. Вот я же вчера говорила, да, это тот, кто является продолжателем рода, но не семьянином вовсе. Вот понимаете, как говорится, его жезл и его счастье, и его проклятие. Вот только наличие его жезловости его как-то вот держит в тонусе. Ну вот самолюбующийся такой человечек, да. Здесь смотрите, какие блоки идут. Вот такое ощущение, что он перекроет вам видение происходящего. Понимаете? Он попытается вас изолировать ото всех. Он попытается вести с вами какую-то вот такую тайную игру. Никому не говори, никому не рассказывай, пусть все будет между нами. Он попытается навести на вас вот своего рода вот такой морок, да? Оморочить, ввести в заблуждение, чтобы вы вот как ослепли и не видели происходящего. Это очень такое, понимаете, планомерное программирование сознания человека, когда человек может терять связь с реальностью, и он хочет, чтобы вы потеряли связь с реальностью, и никто вас в чувство не привел. Он наверняка, если знает, что вы смотрите расклады, он скажет: о, это все такой бред, тебе там сейчас начешут, нарассказывают, я такой хороший. Это эти гадалки все плохие. У него плохие все. Ваши подруги, ваша родня, ваше окружение, понимаете ли, у него плохие все, кроме него. Никому верить нельзя, никому доверять нельзя, никуда ходить не надо. Вот только быть с ним. А это для того, чтобы вас изолировать, а затем облапошить.
покрасть у вас. Да. Вы даже не заметите, как он это провернет, понимаете? Поэтому с ним надо держать ухо востро. И здесь, знаете, эта история уже с вами случалась. Вот как будто что-то подобное он уже проворачивал. Он хочет провернуть это еще раз. Да, чтобы не вы были на коне, а он был на коне, понимаете? Он хочет вернуть свой утерянный статус, а при вас он все-таки был в статусе мужчины достойного, да. Однозначно. Он хочет вернуть себе свой статус. Он хочет, чтобы вы, понимаете, видели в нем как будто сейчас другого человека. И через вот это видение, что-то у вас забрав, он вернет себе ощущение победы. Вот вы знаете, это напоминает историю, когда мужчина хочет сломать, только чтобы доказать себе, что он не сломлен. Я сейчас ее сломаю, чтобы хоть немного почувствовать себя сильным. Ну да, смотрите, у него здесь даже вот как будто и орудовать-то нечем. Но вы знаете, когда он это сделает, я думаю, он не сделает, вы же не допустите этого. Но если он это провернет, ох, вы потом почувствуете всю его мерзость характера. Он потом проявит себя с настолько неожиданной стороны, вот как будто вся холодность, которая в нем кипела, она выльется в вашу сторону. Здесь такое ощущение, что человек определенного рода манипуляциями зайдет издалека в ваше пространство, изолирует вас ото всех, оморочит, получив желаемое, унизит. Да. Зачем ему это? Зачем? Вот давайте спросим, зачем, чтобы без догадок. Зачем ему? Прямо ж давлюсь. Вы смотрите, как перекрывает мне информацию. Прямо что-то душит что-то. Зачем ему? Вот они, понимаете, душат. Зачем ему? Ага. А это ему для того, чтобы, лишив вас силы, свою силу обрести. Чтобы вернуть те отношения, в которых он был вот чуть ли не божество, понимаете? Чуть ли нечто единственное для вас. Чтобы ощутить все то, что он ощущал раньше. Это вообще нездоровое поведение. Чтобы освободиться от прошлого. Он унижен, понимаете? Он унижен вами, девочки. Они, да? Не один же мужик на толпу. Ну давай вот на ты, да? Он унижен. Тем, что ты пошла дальше, а он топчется на месте. Он унижен тем, что произошло между вами, и он думал, что ты побежишь за ним. Но он унижен тем, что ты пошла дальше. Здесь, понимаете, человек не особо умный. И он считает, что срезав розу под корень, он лишит ее красоты. Роза даже увянет, она остается красивой.
А сорняк никогда не зацветет. Вот вы та роза, которую он хочет срезать под корень, лишить вас силы. Но он сорняк, понимаете? А хочет свести как роза. Это простая человеческая озлобленность на то, что вы на коне, а не он. А на коне хотел быть он. И дабы себя немножечко возвысить, надо ту, которая цветет, срезать под корень. Вот понимаете, мне что это напоминает, какую историю? Это когда один человек поднимается в этой жизни и трудится в поте лица, а другой не делает ничего, чтобы жизнь стала лучше. А затем начинает завидовать тому, кто поднялся, и проклинать его за его же успех. Вот здесь то же самое. Вот как будто, понимаете, вот когда-то он, уходя, даже вот то ли фразу какую-то обронил, что вы без него никто или что-то вот такое. А оказалось, что он без вас никто. Но он не может это принять. Он не может простить вам ваш успех. Успех в том, что вы личность, а он сорняк. Понимаете? А здесь, знаете, еще в чем заключается суть? Что вы выбрали путь правосудия. Вы не стали вершить правосудие сами, вы все возложили на волю высших сил. И вы знаете, здесь все и будет по правосудию, это вся эта история. Здесь даже, скорее всего, колдовство было замешано, какие-то воздействия, да? Во всей этой истории. Он хочет, чтобы вы страдали. Чтобы вы были той же жертвой, которой были. Но я вам хочу сказать так. Он сам себя ужалит в свой же хвост. Он не сможет вас обмануть, нет. Вы птица слишком высокого полета. И вы сразу распознаете его лицемерие, и высшие силы вам покажут. Вы знаете, вот через какое-то ощущение тяжести эмоциональной, что вам дверь нужно срочно закрыть. Вот смотрите, вы почувствуете эту историю, как она завяжется, когда этот человек вот каким-то образом даст о себе знать, проявится, и вам тут же станет настолько дурно, вас просто физически зашатает. Вы даже можете где-то приболеть. Это будет знак свыше, что беда идет к дверям. И подпускать не надо. Как вам быть в данной ситуации с ним? Ну, конечно, злой человечек. Столкнулись вы с этим злом в этой жизни. Ну, вот все мы ошибаемся. Как вам быть в данной ситуации? Не быть жертвой. Вы уже жертвой были. Хватит, понимаете? Хватит быть жертвой, вы боец. Вот вы должны себе сказать сейчас, меня никто не обманет. Я не дура, чтобы меня обманули. Меня никто не обманет, потому что да я сама кого хошь поставлю пред собой на колени. Меня не обманут только потому, что я уже воспитана высшими силами. Все. Вот буквально не бойтесь и смотрите реальности прямо в глаза. Не окунайтесь в иллюзии, не позволяйте себя вот ослепить, понимаете, словами. Вы уже в этой жизни так настрадались и через страдания такую силу обрели, что и близко к вам подонки не подступятся. А еще вас защитит высшая сила, ваш род. Однозначно. Ну и вы останетесь на коне в любом случае. Вы тут же со всех сторон получите сигналы, вас просто отодвинут от него. Вас просто, вот понимаете, как куполом накроют, и он не сможет. То, что задумал,
осуществить в полной мере. Главное, чтобы вы не сглупили по доброте душевной. Но еще что я хочу сказать. Высшие силы, они за вами наблюдают. И роптать вам на них нельзя. Что бы с вами в жизни не произошло, это происходило вам не во вред. Иногда обстоятельства складывались не лучшим образом. Мы живем в мире людей и в мире того хаоса, который творится сейчас. И высшие силы, они не могут уследить за каждым, потому что есть светлая сила, есть темная сила. И темная сила сейчас, к сожалению, побеждает на Земле, но не во Вселенной. Не надо роптать на высшие силы. Благодарите их. Будьте благодарны и честны перед ними. Они за вами следят. И еще что хочу сказать. Не позволяйте людям играть на ваших эмоциях. Это уже для вас много раз аукнулось бедой. Вот так, бедой. Вот такой расклад получился. Вот такой расклад. Ну что, рассказать вам историю какую-нибудь? Рассказать историю? Сейчас, дорогие мои, идут огромные дискуссии о непринятом законе о домашнем насилии, да? Поняли? О домашнем что? И очень многие кричат о том, что этот закон нужно принять, что нельзя этот закон игнорировать. Но я вам хочу сказать так. Я знаю историю, которая произошла с женщиной. И этот закон, он бы ей не помог избежать того, что творилось у нее дома. Жила-была одна девчонка. Познакомилась она с парнем, а парень такой, не пришей кобыле хвост. Ну, такой добряк вроде бы, да, такой человечек своеобразный, но он умел ухаживать. И вот как раз-таки ее эмоциональность, она сыграла здесь немаловажную роль. И эта история, давайте я так скажу, все совпадения с реальностью абсолютно случайны. Это вот на всякий пожарный, да? Все совпадения с реальностью абсолютно случайны. Эта история его ухаживания, она длилась достаточно вот интересным образом. Он мог ей цветы подарить, Рафаэлки купить. Ну, как-то в кино они ходили, да, мог подъехать на машинёшке на своей. Какая-никакая, колеса все-таки, да? Вот. Да и она была девочка такая, она себе короля не искала. Ей нужен был просто человек, который будет ее любить и уважать. И отношения перешли в стадию, когда они решили, что уже официально пора объявить о том, что они пара. И эта девочка познакомила его со своими друзьями, со своей семьей. А он познакомил только с друзьями, но не с семьей. И у нее на тот момент даже вопроса не возникло, почему он не знакомит ее со своими родителями. Как-то шло все своим чередом, отношения нормальные. Единственное, он ее контролировал. Да? Например, если она с подружками пошла куда-то прогуляться, где ты, когда ты вернешься, они еще вместе не жили. Когда ты вернешься домой, будешь дома, позвони, а лучше по видеозвонку. На тот момент они были доступны. И она на это реагировала так, ревнует, значит, любит. Ей даже нравилась вот эта ревность его. Отношения продолжались достаточно таким адекватным образом. И на какой-то момент он говорит, давай уже попробуем вместе жить.
Она, ну давай попробуем. Они сняли квартиру недалеко от ее родителей. Ну и, в общем-то, начали строить быт. И вот в этом быту он проявил себя уже таким, какой он был на самом деле. Начался полный контроль ее действий. Телефон. Куда пошла? Сколько денег потратила? С кем разговариваешь? Что ты сегодня делала? Понятно, он работал, да, она тоже. И вот эти допросы, они становились все чаще, чаще и чаще. И на какой-то момент она не выдержала, высказала ему претензии. У них начался скандал, выяснение отношений. И он ее толкнул. Она в таком вот состоянии взбешенном тоже его толкнула. И он сжал кулак и дал ей в нос. Да дал так, что у нее даже глаза вот посинели потом. И сказал: еще раз ты мне будешь перечить, пеняй на себя. Это любимая фраза вот таких подонков: пеняй на себя. И он настолько ловко ею манипулировал, что она чувствовала себя виноватой. Понимаете? Виноватой в том, что у них происходило. То есть это она виновата, что он ее ударил. Это она виновата, что он разозлился. Это она виновата, что он психанул, ушел, его несколько суток не было дома. А даже было такое, он мог просто встать и сказать: да пошла ты на... Там это, и уйти. Буквально на несколько дней. 2-3 дня. Когда узнали ее подруги об этом, они сказали: ты вообще больная на голову или что? Ну вот он такой хороший, он так меня любит. Бьет, значит любит, да, излюбленная фраза. С тех времен еще. Бьет, значит любит. Господи, тот, кто придумал эту фразу, я желаю ему гореть в аду. И что вы думаете, эти побои, они прекратились? Нет. И вы знаете, никто ей помочь не мог. У нас вообще-то в мире существуют законы, которые гласят о том, что человека физически трогать нельзя без его согласия, да, в каких-то случаях. Нельзя ударить, нельзя нанести увечья и тому подобное. Это нельзя. В любой стране есть этот закон. Ну, практически в любой. Не берем страны, которые отсталые просто до того, что кровь стынет в жилах. Но это не работает. Это не работает. Понимаете? И у них дошла история, знаете, до чего, я вам хочу сказать. Он настолько начал на нее давить, давлеть, понимаете, оказывать вот это давление. Настолько он стал наглым, обезумевшим. Он считал, что она никуда не денется, что она должна принадлежать только ему. Она от него уходила, он даже угрозами ее возвращал в отношения. Но она-то, видите, девка молодая, глупая. Ну вот многие говорят: ушла и все. Да нет, когда ты находишься под манипулятивным вот этим воздействием, ты не можешь уйти, у тебя не работает твое сознание так, как нужно. Рассуждать хорошо. Встала и ушла. Да не всегда можно уйти. Тебя угрозами вернут, манипуляциями вернут, жалостью вернут. В конце концов заставят думать, что это ты сама виновата. Манипуляторы ловко работают, иначе все бы у нас уходили легко. Не все могут это сделать. Как некоторые говорят: встала да и ушла. Да как легко говорить. Все бы встали да ушли. Так у нас таких историй бы не было. Ну, в общем, она к нему вернулась в очередной раз. Да, по глупости, по дурости ничего не говорю. Кто-то покрутит у виска, скажет, нормально это или нет. Но вот вернулась. Человек в жертве.
Она всю жизнь видела, как отец, мать там ее хреначит. И для нее это было где-то нормой, отложившейся в подсознании. И вот однажды у них драка дошла до того, что он взял и пырнул ее. И вы знаете, в чем самый абсурд? Она должна была доказывать, что это не она сама себя пырнула, а он. Потому что на холодном оружии не было отпечатков пальцев его. Он говорил, что это она сделала сама, специально, чтобы его посадить. А она уверяла, что это сделал он. Свидетелей нет, камер нет, фиксации нет этого правонарушения. И ей пришлось доказывать, что он это сделал, и она это не доказала. И никакой закон о домашнем издевательстве на ее сторону бы не встал. При этом он еще ходил, снимал побои, они же дрались. Вот она снимает побои, и он снимает побои. И вы знаете, что самое интересное? Выглядело так, как будто это она на него нападает, а не он. Он так все выставлял, он так хорошо играл роль жертвы в обществе. Все считали, что она провоцирует его, нападает, ему ничего не остается, как только защититься. Но эта история закончилась после того, как он ее пырнул. В каком-то неадекватном, походу, состоянии он был. Психически я имею в виду. Но она не доказала, что это сделал он. Понимаете? В чем самый абсурд? Сейчас живет своей жизнью, а у того другая девчоночка. Вы понимаете, вот что самое смешное? Вокруг все кричат: надо принять закон, надо вот принять закон о домашнем этом издевательстве. Да ни один закон не остановит психопата, когда он хочет что-то совершить. У нас тогда бы не существовало этих жутких историй. У нас есть закон, что лишать жизни нельзя, но это происходит настолько часто, что это уже скоро станет, согласитесь, девчонки, как норма какая-то. У нас женщины страдают вот из-за таких подонков, которые хотят ее сломать. Как у вас сейчас история. Просто хочет сломать, чтобы поставить галочку. Все, она сломлена, а я крутой. Это уму непостижимо. Девчонки, я вам хочу сказать так. В назидании я сама это проходила. Я вам хочу сказать так. Я прошла, наверное, уже все, что только возможно. Вот все, что возможно в качестве вот этого, да, издевательства над личностью, я прошла абсолютно все. Я помню историю, когда бывший муж, мы с ним дрались не на жизнь, а на смерть. Я защищала себя как могла. И на полу лежали осколки, и он схватил меня за волосы, а у него силы столько на самом деле было и есть. Гореть ему в аду за это. Я его за это проклинаю, и весь его поганый род проклинаю до 7 колена. Он схватил меня за волосы и уже хотел моим лицом собрать все эти осколки с пола. Он даже так и сказал: я сейчас твоей рожей все осколки с пола заберу. И я на тот момент, вы не представляете, у меня была одна мысль: не внешность сохранить мою, а сохранить зрение, чтобы не ослепнуть. Но он не посмел этого сделать. Что-то его остановило. И вы знаете, что самое смешное? Каждый раз, когда он мне причинял боль, он за это платил. Сейчас он будет платить всю оставшуюся жизнь за свои подлости. А я была молоденькая, глупенькая. Никто меня жизни не учил. Жизнь меня воспитала так, что ни в одном университете не научат, дорогие мои. Поэтому я вам хочу сказать одно. Если
Вас человек ударил, пожалуйста, не поддавайтесь его манипуляциям. Виноват всегда тот, кто распустил свои поганые лапы. И почему-то у нас мужики думают, что они свои лапы гнилые и поганые могут распускать. Идите, распускайте. На боксера мы на вас посмотрим. Распускатели лап. Или попробуйте распустить лапы на бойцовскую собаку. Она вам перегрызет все, что только можно, и лапы отгрызет. Зато на женщину слабую можно свои лапы распускать. Девочки, как только кто-то распустил свои лапы на вас, на вашего ребенка, если есть возможность, мстите. Нет возможности мстить, бегите, пожалуйста, бегите в никуда. Поверьте, высшие силы вас не оставят. Они вас подхватят. Но не прощайте никогда ни единого удара, ни единого толчка, даже грубого слова в ваш адрес. Ни одна скотина не имеет права вас затронуть. Есть ребята, которые терпят своих обезумевших жен. Не терпите. Есть мужчины, крайне достойные, они до последнего терпят из любви. До последнего. Потом уходят, разочаровавшись в женщинах абсолютно. Но статистика говорит о том, что женщины страдают больше, чем мужчины. И я считаю, что те, кто распускает свои лапы, им отдельный котел в аду. Да будет так. Ой, девчонки, сегодня возмущению нет предела. Как вот вспомнишь эти истории. У меня одна девчонка была, она мне звонит среди ночи и говорит, что она укокошила своего мужика. Он ее так доводил, что она взяла холодное оружие и его... И звонит мне: Дана Таро, что делать? Я говорю: ты чего, моя? Срочно звони туда, куда надо. Все. Я тебя предупреждала. Я одну девчонку, не поверите, я так ее спасала. Так спасала. Я говорю: да ты что, ты ее коломаны уже, вот мне ее тряхануть. Нет, все равно. Тот, кто хочет утонуть, он утонет. Ой, девчонки, все, завязываем разговор. Будьте осторожнее и пишите ваши комментарии. А лучше рассказывайте ваши истории. Пусть они останутся в веках, ваш драгоценный опыт. И кто-то, возможно, спасет свою жизнь благодаря вам. Будьте счастливы, всех обнимаю. С уважением к вам, Дана Таро.